Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, и в сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать, на мой взгляд, очень симпатичную масштабную копию в некотором роде культового немецкого автомобиля марки Ford. Модель Scorpio, первое поколение, классический автомобиль с пятидверным кузовом типа хэтчбэк, модель в коробочке Neo Scale Models в масштабе 1:43. Эта масштабная копия давно снята с производства, и на сегодняшний день ее можно считать довольно большим раритетом. Она очень редко встречается в открытой продаже, в основном за эти модели просят приличную сумму, и у Neo было выпущено 5 различных вариантов окраски классического гражданского автомобиля, плюс одна машина в полицейском исполнении, и ее от классического гражданского варианта отличали другие колпаки на колесных дисках, другие бампера, видоизмененный салон, плюс на крышу поставили мигалку. И все эти модели есть в моей коллекции. Если вам интересно посмотреть на другие варианты, то поддержите видеоролик лайком, напишите ваш комментарий, и я постараюсь в будущем сделать на остальные модели тоже детальные видеообзоры. Если посмотреть на продукцию Neo 2014-2015 годов, то у них был довольно обширный ассортимент различных Фордов. Это и классический Ford Sierra, обзор на который тоже есть на моем канале, был и Ford Escort, более ранние автомобили, которые до сих пор популярны в Германии, и Neo продолжает выпускать машины этой марки, правда, ассортимент существенно сократился. И если посмотреть на Ford Scorpio, то в 43-м масштабе помимо Neo больше такой модели никто промышленным способом и не выпускает. Была модель у Шабок в масштабе 1:25, и также была модель испанского бренда в масштабе 1:24, но ее уровень проработки уступал даже более раннему изделию от Шабок. Ну и естественно были машины в маленьком масштабе, Hot Wheels, Matchbox, но их считать за масштабные копии, я думаю, в данном случае будет не совсем целесообразно. И я вам для сравнения приготовил также Ford Sierra для тех, кто не видел мой детальный видеообзор на эту модель. И в комментариях вы можете написать, а что думаете о продукции Neo и какие модели от этого бренда есть у вас. И модель поставляется в классической коробочке с уже обновленным оформлением в голубом цвете. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Есть артикул, по которому можно найти модель в интернете. И есть также памятка о том, что эти модели не следует хранить под открытым солнцем, потому что может испортиться кузов, остекление и, например, также могут повредиться мелкие детали. Если посмотреть на изделия из полимера, то у них есть как преимущества, так и существенные недостатки. И к недостаткам можно отнести очень большую хрупкость этого изделия. Лишний раз откручивать от подставки, перевозить эти модели не рекомендуется. Также со временем у некоторых масштабных копий могут отслаиваться стеклышки, элементы из фототравления. И для многих людей это может стать большой проблемой, потому что аккуратно приклеить обратно детали не всем под силу. И уже неоднократно говорил, если у вас нету опыта по ремонту подобных моделей, лучше не беритесь, потому что вы просто можете испортить мелкие декоративные детали. А к преимуществам этих моделей можно отнести аккуратную покраску, высокую детализацию, отлично просматривающуюся расшивку. И здесь машина окрашена в серебристый цвет металлик с серыми бамперами. И это, возможно, не самый удачный цвет, потому что машина смотрится не так эффектно, как, например, в бордовом или в коричневом цвете. Но, тем не менее, здесь хорошее мелкое зерно, которое хорошо попадает в 43-й масштаб. Зачастую многие производители подбирают обычную краску настоящего автомобиля с крупным зерном, и на масштабной копии она смотрится не очень привлекательно. Здесь в этом плане все очень хорошо. Также, если вы посмотрите, салон окрашен черным цветом, прекрасная проработка рулевого колеса, панели приборов, есть декоративные деревянные вставочки, также присутствует
присутствует рукоятка переключения коробки передач, ручка стояночного тормоза, ремешки с фототравления. Правда, все эти детали очень сложно рассмотреть из-за того, что они сливаются с черным цветом салона. На задних дверках присутствуют шильдики GIA, дверные ручки здесь из фототравления, как и личинки замков. На крыше присутствует полупрозрачный темный стеклянный люк. Также дворнички из фототравления, отлично смотрится светотехника, и на бампере установили небольшие омыватели фар. И также хорошо смотрится значок Ford, правда, это декаль, и, возможно, лучше бы, если бы этот элемент сделали из фототравления. Также присутствуют регистрационные номерные знаки, противотуманные фары, и противотуманки здесь не самые лучшие, они мутноватые, это просто элемент из фототравления, поверх которого нанесли прозрачный лак. Но, в принципе, это типичная осветительная техника для Neo 2014-2015 года. Также отлично смотрятся колесные диски, серебристые колпаки, сквозные отверстия. Покрышки не самые удачные, хотя у них вполне хороший протектор. Установлены поворотники на передних крыльях, и у этой модели хорошо сделана осветительная техника, обозначены огоньки заднего хода, поворотнички, есть шильдик Scorpio, надпись Ford, правда, Scorpio очень плохо читается из-за того, что надпись сливается с серебристым цветом корпуса автомобиля. И на задней дверце установили стеклоочиститель. Глушитель здесь тоже присутствует, и кончик его загнут вниз. И я могу открутить эту модель от подиума, показать, как у нее сделана нижняя часть. И модель прикручивается двумя винтиками, и также установили небольшие пружинки. И, например, на многих старых моделях от Neo покрышки въедаются в подиум. И я обычно свои старые модели, у которых есть пружинки, приподнимаю, чтобы колесики не касались подставки, и этим самым я исключаю подобную проблему. Проработка нижней части здесь очень примитивна, хотя есть что-то похожее на двигатель, карданный вал, выпускную систему. И, конечно, у изделий из эпоксидной смолы обычно донышки плоские. И это, скажем так, один из недочетов этих масштабных копий, но еще раз повторюсь, из-за того, что мало кто откручивает эти модели от подставки, и зачастую они стоят в оригинальных коробочках, я думаю, этот недочет мало кто увидит. Ну, вот такой Ford, и могу вам для сравнения показать Sierra, тоже от Neo Scale Models, в золотистом цвете. Тоже симпатичный автомобиль, и мне в плане дизайна больше нравится Ford Scorpio, хотя машины очень похожи. Тоже пятидверный хэтчбэк, и, на мой взгляд, у Scorpio лучше смотрится остекление и также задняя часть. И Sierra у Neo тоже вполне удачная, правда, мне не очень нравится, как сделаны задние фонари, и я думаю, они чуть уже, чем должны быть на настоящем автомобиле, и из-за этого получается какой-то диссонанс. Вроде бы все нормально, но что-то не совсем верно, как должно быть у настоящего автомобиля. Тоже установлены регистрационные номерные знаки. Здесь лучше просматриваются шильдики из-за того, что автомобиль золотистого цвета. И еще одна недоработка этой модели – это бампера не совсем верного и характерного окраса для настоящей техники, но опять же мало кто будет на это обращать внимание. И на этой модели ни одна из деталей из фототравления не отклеилась за прошедшие 8 лет. А, к сожалению, на Ford Scorpio у меня немножко отслоилось водительское стекло. Но я впоследствии попробую подкорректировать этот момент. Нужно будет аккуратно демонтировать деталь и обратно ее приклеить на клей ПВА. Вот такие симпатичные модели, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о продукции Neo, понравился ли вам данный Ford Scorpio, и также я могу вам показать Ford Scorpio второго поколения, как с кузовом типа седан, так и с кузовом типа универсал от бренда Mini Champs. Уже металлическая модель,
модель, у нее тоже вполне хороший уровень проработки на свое время, но там автомобиль в плане дизайна мне нравится значительно меньше, чем машины первого поколения. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. На сегодня это все, до новых встреч, пока!